Всем привет! Меня зовут Наташа, добро пожаловать на мой канал. В этом видео будем говорить с вами о том, как начать вести TikTok и Reels видео, что снимать, как генерировать контент, поэтому если эта тема вам интересна, обязательно оставайтесь со мной. Для того, чтобы снимать видео в Reels и в TikTok, у меня есть некая такая система, которой я с вами поделюсь. Она состоит из нескольких шагов, и сегодня мы именно по ней пройдемся. Итак, первым пунктом у нас идет, конечно же, определить цель. Зачем вам снимать видео в Reels и в TikTok? Вы фрилансер и хотите привлекать больше клиентов, вы художник и хотите просто делиться, например, своим творчеством, или, возможно, вы продаете те же какие-то кисти там, или другие художественные товары. Если вы магазин одежды, вы хотите привлекать больше аудитории для того, чтобы повышать продажи, или это просто будет, например, вовлекающий контент для того, чтобы больше взаимодействовать с аудиторией. В зависимости от цели вы сможете понять, какой контент вам снимать, какую стратегию вам выстраивать. В целом примерно система одинаковая, поэтому она подойдет именно как и для Reels, так и для TikTok. Плюс вы можете использовать ее для съемки YouTube Shorts, если вдруг вы ведете YouTube канал и хотите использовать эту систему также для YouTube. В любом случае, первоначально определяемся с целью, для чего нам это, и в дальнейшем прописываем тему и рубрики для наших видео, потому что, например, если у вас магазин одежды, и вы хотите просто взаимодействовать с аудиторией, вам будет достаточно развлекательного контента, каких-то переодеваний, возможно, там комбинации одежды, какой образ вам подойдет в зависимости от вашего знака зодиака и так далее. Если же вы хотите более продающий контент, соответственно, вы можете закрывать более клиентов, отталкиваясь в видео от того, какой тип фигуры у девушки, какая у нее прическа, подбирать образы в зависимости от каких-то праздников, отталкиваясь, конечно же, от вашего товара, для того, чтобы люди видели быстрое решение, например, они не знают, что им одеть на Новый год, вы им предлагаете решение, они видят, им нравится, они приходят в ваш магазин, покупают ваш товар. Цель влияет на то, какой по итогу контент вы будете создавать. Второй пункт, как я уже и сказала, это темы и рубрики. Отлично, когда на канале есть какие-то рубрики, потому что людям проще привыкнуть, что вы генерируете контент определенной темы. Например, у вас там понедельник, четверг у вас какие-то переодевания, вторник, пятница у вас какие-то советы в зависимости от того же типа фигуры, волос, еще чего-то. Возможно, вы хоть каждый день будете снимать развлекательный контент, но какие-то определенные дни вы будете все-таки выделять на более полезный контент, который будет закрывать боли ваших потенциальных клиентов, да. В любом случае, это та основа, без которой я не советую снимать вообще какие-либо видео, потому что нерелевантный контент для вашей аудитории не будет у нее откликаться и не будет вызывать ту реакцию, на которую вы ожидаете. Поэтому определяем цель, зачем нам снимать видео, далее определяем темы и рубрики и переходим к следующим пунктам. Следующие два пункта можно объединить в один. Это написание сценария и, соответственно, съемка и монтаж. Сюда также можно отнести поиск дополнительных материалов, будь то картинки или какие-то музыка, графика, анимация, потому что перед съемкой видео вы в любом случае должны понимать, в какой момент у вас будет какая-то вставка, возможно, вам нужно отойти дальше от камеры или подвинуться в сторону, для того, чтобы изображение, которое вы хотите добавить, или какой-то текст не перекрывал ваше лицо, и визуально картинка, естественно, воспринималась приятнее, красивее, и потому что мы все прекрасно понимаем, что большинство из нас воспринимают информацию визуально, и это работает так же, как в Инстаграме, красивая картинка работает только вам в пользу, а если текст в каком-либо месте начинает обрезаться или накладываться на ваше лицо, это выглядит немножко несуразно и может, соответственно, нести не такую реакцию от аудитории, на которую вы рассчитываете. Также один из пунктов – это банк идей, это то, что поможет вам собирать какие-либо идеи, которые вы видите на просторах интернета, в том же ТикТоке, в том же Reels, просто в видео в Инстаграме, возможно, в Ютубе, в YouTube Shorts, потому что сейчас YouTube Shorts также хорошо продвигается, оттуда также может хорошо идти аудитория, я это проверила на себе, я выставила несколько видео, и уже с них было достаточно много просмотров, был приход аудитории,
Поэтому это тоже такой канал, на который стоит обратить определенное внимание. И банк идей будет служить вам тем местом, куда вы можете, например, заглянуть, будь это папка на компьютере или альбом на телефоне, вы можете открыть, заглянуть, посмотреть. Я вот могу снять такое видео. Вы можете туда собирать видео даже, например, своих конкурентов, но не обязательно снимать один в один. Вы можете подумать, как эти видео вы можете адаптировать. Вы можете собирать туда видео из других ниш, ну, например, которые вам интересны по звуку или по какому-либо основному посылу. И, соответственно, также продумывать, как их адаптировать под себя. Благодаря такому банку идей вам будет намного проще генерировать контент, намного проще прописывать сценарий, выстраивать в целом стратегию, выбирать какие-то темы, потому что вы будете не с нуля придумывать что-то, а у вас всегда будет место, где вы можете найти какую-то идею, какую-то зацепку и от нее оттолкнуться в будущем в генерации идей, соответственно, для конкретно вашего аккаунта. Также важный пункт – это оформление, как и в постах в Инстаграме, как и в сторис, также должно быть и в Reels, и, конечно же, в ТикТоке. Очень здорово, когда прослеживается единое оформление, особенно если у вас коммерция, какой-то магазин или же личный блог. Это важно для того, чтобы вызывать определенную ассоциацию с вашим аккаунтом, потому что если у вас есть какие-то фирменные цвета, которые прослеживаются, например, у вас в Инстаграме, в постах, в сторис, в оформлении, здорово, когда вы используете это и в Reels, и в TikTok. Это может быть вплоть даже до какого-то фирменного шрифта или просто какого-то акцентного цвета. Возможно, вы хотите добавлять какие-то графические элементы на обложке ваших видео. Поэтому оформление – это один из важных пунктов, на который стоит обратить внимание перед тем, как в целом генерировать какой-либо контент, для того, чтобы вы понимали, что, например, вам нужно сделать дополнительные фотографии для обложки, возможно, вам нужно подобрать какие-то фирменные элементы также для ваших обложек и органично их добавить и в оформление профиля, и в оформление сторис. Поэтому обязательно уделите внимание этому пункту. Итак, мы прошлись по системе. Давайте теперь подрезюмируем все, что я сказала ранее. Нам нужно определить цель. В зависимости от цели определить рубрики и вообще в целом тему. Если у вас уже есть тема, вы можете отталкиваться от нее, конечно же, это очень важно. И в зависимости от темы уже определять рубрики для ваших видео. Сделайте банк идей, куда вы будете собирать видео, которые вам нравятся или которые вы потенциально хотите снять для себя. Далее, для того, чтобы снимать видео, вам нужно обязательно прописывать сценарий, продумать оформление и выделять какое-то конкретное время для съемки, потому что, на самом деле, намного проще выделить целый день, один день в неделю для того, чтобы сесть, это все снять, смонтировать и быть свободным, можно так сказать, неделю, просто выгружая этот контент в нужный для вас день. После этого, естественно, мы все это оформляем красиво в наших фирменных цветах, фирменных шрифтах и каких-то дополнительных фирменных элементах и продолжаем генерировать этот контент постоянно, потому что даже на себе я убедилась, что когда вы постоянно генерируете контент в тот же TikTok или в те же Reels, естественно, это все положительно влияет на статистику вашего аккаунта, на ваши просмотры. Итак, что вы можете снимать вообще в целом первое время? Это могут быть какие-то факты по вашей теме. Например, спорим, что вы не знали, что можно, нельзя там носить или сочетать между собой. Если вы фрилансер, это могут быть какие-то неизвестные для людей, которые работают в офисе, факты, например, почему вам сложно работать на фрилансе именно дома, и вы, например, ходите в кофейню или в какой-то коворкинг. В общем, что-то интересное, какие-то такие факты, которые обычный пользователь может не знать про ваш товар или про вашу услугу. Далее могут быть, например, частые вопросы по вашей теме, если у вас уже имеется аудитория в какой-либо из соцсетей, и вас, например, постоянно спрашивают о том, как монтировать видео, как снимать какие-то ролики, или, возможно, как сочетать там черную классическую юбку в повседневной жизни, там с какими-то рубашками, свитерами, с кофтами, условно. Или же вы, например, таргетолог, и вас постоянно просят дать какой-то совет, с чего начать
в таргетированной рекламе развиваться, или вы таргетолог, и у вас там магазин постоянно спрашивает, с чего начать работу, как это все в целом происходит. То есть какие-то частые вопросы, которые повторяются изо дня в день, и на которые вы можете дать быстрый ответ. Следующее, это могут быть подборки, естественно, это может быть в зависимости от темы, потому что если вы снимаете там про кино, сериалы, вы можете делать топы и подборки там по сезонам, по годам, по странам, как угодно, или же, если вы любитель почитать, то вы, конечно, можете снимать подборки книг, если вы магазин, вы можете снимать подборки, например, те же луки, там топ луков на Новый год, топ луков на День Святого Валентина, или там на 8 марта, топ подарков маме, топ 5 красивых букетов для того, чтобы поздравить кого-то с днем рождения, то есть что-то, что в любом случае будет вызывать какой-то интерес, потому что подборки это не так уж и сложно на самом деле снять, вам просто нужно продумать эти возможные топы и подборки в зависимости от темы вашего аккаунта, канала, и в целом, возможно, вы даже можете вести какую-то рубрику на постоянную основу, снимая такие подборки. Далее вы можете рассказывать про мифы, которые встречаются в повседневной жизни у вас в бизнесе, или если вы фрилансер, то, например, там в работе, например, частые мифы, с которыми я встречаюсь, это о том, что фрилансеры могут ничего не делать и там работать по 3 часа в день, хотя это абсолютно не так, то есть это те абсурдные такие моменты, с которыми вы сталкиваетесь в понимании людей о вашей работе или о вашем бизнесе, о ваших товарах. И также еще, о чем вы можете рассказывать, это, например, какие-то истории из вашей практики. Мне в таком формате очень нравится видео, например, от мастеров маникюра, педикюра, когда они рассказывают на практике про каких-то своих интересных клиентов, будь то скандальные истории или просто веселые. Это то жизненное, зачем чаще всего люди приходят в социальные сети, поэтому это то, что обязательно им понравится. На сегодня все, я очень надеюсь, что видео было вам полезно, поставьте мне обязательно лайк, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, обязательно буду вводить эту тему про TikTok и Reels в большей степени на свой канал, поэтому если вам это актуально, обязательно подписывайтесь, спасибо вам большое за просмотр и пока-пока!